Как же правильно отвечать на вопросы, которые вам задают касательно ваших денег, вашего дохода, вашего заработка, в том числе и пенсии? Давайте с вами разбираться в этом вопросе. Каждому человеку очень бы хотелось, чтобы в его жизни все получалось с первого раза. Нужные энергии, светлые и сильные, наполняли его жизнь, а добрые и отзывчивые люди то и дело, что встречались на жизненном пути. Но, к сожалению, так везет далеко не всем, и таких людей можно посчитать, как говорят, по пальцам. Это особая категория людей, которые благодаря своей карме под защитой Вселенной, так как они либо в прошлой жизни, либо в этой совершили какой-то необычайно хороший поступок. Например, рискнули всем ради кого-то, спасли чью-то жизнь или даже, возможно, отдали то, что для них имело наибольшее значение. Могли в прошлой жизни за кого-то отдать долг и даже свою жизнь. Остальным же людям так не везет, и им приходится разбираться, какие люди их окружают, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, из которой будут не просто выбраться или же и вовсе не лишиться того, что нечистосердечный человек постарается отобрать. Очень часто чья-то жизнь, когда смотришь на нее со стороны, кажется более успешной, благополучной, счастливой, и совсем не хочется в такой момент думать о том, что в ней имеются какие-то подводные камни, что не все так просто и гладко, что для того, чтобы получить то, что есть, данному человеку или же семье пришлось изрядно потрудиться, возможно, чем-то пожертвовать, во многом себе отказать, так как было желание именно выйти на тот жизненный уровень, который уже виден всем окружающим. Если люди живут правильно, не афишируют свою жизнь на показ для других, это начинает злить завистливых и нечистосердечных людей, так как они желают знать подробности и иметь возможность как-то на нее влиять. При этом в число таких людей, к сожалению, не всегда попадают люди со стороны, а и те, кого мы с вами считаем близкими, родными, но на энергетическом уровне что-то мы уже начинаем понимать, и срабатывает интуиция то или иное и вовсе не произносить вслух. Такие люди не будут жалеть свои ни физические, ни энергетические силы, чтобы причинить вред тому, чьей жизни завидуют. Ведь считают, что Вселенная или же судьба несправедливы по отношению к ним, что это они должны находиться на месте данного человека, и такой человек не понимает, что он приносит вред не только тому, на кого воздействует, но и себе. Такие люди слишком примитивно мыслят, считают себя хитрее других, но порой со стороны выглядят очень глупо, ведь стараются приукрасить свои достижения и значительно преуменьшить достижения того, на кого равняются, а все от безысходности. Если бы они правильно мыслили, то подумали бы о том, что у каждого человека своя судьба, что похожих между собой судеб не бывает, и что даже финансы или счастье каждому человеку приходят по-своему, в том количестве, которое предназначено именно ему. Что, отобрав у кого-то что-то, ничего хорошего таким действием не привлечешь, а наоборот придет время и только потеряешь. Что лучше тратить энергии и силы на то, чтобы построить что-то свое, создать собственную прекрасную жизнь, от которой получится получать максимум удовольствия, радости, а рядом будут только те, кто помогут в нужный момент или же подстрахуют. На таком жизненном этапе человек не будет привлекать ненужные энергии и события в свою жизнь, от которых придется избавляться через время, сбиваясь с пути, вместо того, чтобы идти по своему успешному. Если посмотреть на жизнь довольного собой, своей жизнью человека и на жизнь таких людей, то можно проследить, что первую категорию людей совсем не интересует то, что происходит вокруг них. Им не важно, кто в какой одежде ходит, какой доход у данного человека, в какой квартире он живет или же на какой машине ездит. Все потому, что их жизнь успешна и перспективна. Они следят за тем, чтобы это можно было приумножить. Они не боятся работать и принимать всяческие усилия. У них нет времени на такие пустяки, как анализ чужой жизни. Они не хотят совершать ненужные движения и оглядываться на тех, кто стоит у них за спиной. Им это совсем не интересно.
Свое свободное время такие люди тратят на отдых, на поездку в какое-то путешествие, что поможет привлечь им новые события и приятные жизненные моменты, которые помогут сделать их жизнь еще более разнообразнее. Эти люди всегда чему-то учатся, умеют признавать ошибки, молчать, когда нужно, не тратя нужный энергетический баланс. Им не нравится стоять на одном месте, они умеют благодарить за то, что имеют и желают получать большее. Вселенная любит их и всячески в этом благоволит. А вот у второй категории времени на то, чтобы анализировать чужие жизни, стараться что-то контролировать, на что-то влиять, чему-то завидовать, а что-то пытаться отобрать более чем достаточно, так как они постоянно идут сзади, и им не все равно на то, что происходит впереди. Они не могут контролировать свою жизнь, но стараются контролировать жизни других людей. Часто это люди, которые создают себя из слов, окружая себя какими-то выдуманными заслугами, действиями, уважением от окружающих. Но если рассмотреть их жизнь, то в ней ничего такого нет. Они грубые, никогда не промолчат, так как считают, что это придает им ума в глазах других людей, в чем сильно ошибаются. Такие люди не желают учиться, они считают, что им все обязаны, начиная от их окружения, заканчивая семьей. Их можно отнести даже к числу энергетических вампиров. Это не чистосердечные, это злые люди, которые сами не живут и другим не дают. Они часто так заняты чужой жизнью, что не видят того, что происходит в их, из-за чего со второй половинкой складываются неблагоприятные отношения. Вселенная не любит их, а та злость, которую они излучают, разрушает их и со временем даже сказывается на внешности. Лицо становится озлобленным, хотя они, глядя на себя в зеркало, этого не видят и относят себя к категории красивых людей, что выглядит смешно, когда они начинают это преподносить окружающим. Любимым занятием таких людей является оскорбление других, особенно тех, кого они считают лучше себя. Они не умеют слушать и прерывают на полпути, показывая всем своим видом, что им это неинтересно. В разговоре от таких людей можно услышать: а вот у меня, а вот моя мама, а вот я это знаю, вот не знаю, как у тебя, а вот у меня... Ты знаешь, я это знала. Нет, ты не права, а я знаю, как это, и так далее. Вы знаете, они всячески навязывают свое видение и не признают того, что кто-то говорит. Особенно это не подходит им по духу, или же они что-то задумали, и их планы срываются. Если в вашем окружении есть кто-то из таких людей, с ними нужно быть очень осторожными, так как среди них есть и такие, что часто втираются в доверие. Глядя на них, никогда бы не скажешь, что у этого человека на самом деле в душе, но делают это только до тех пор, пока вы им выгодны, пока они могут что-то от вас взять, но когда получают это, им становится неинтересно. Такие люди любят портить жизнь других людей. Они алчные, они жадные, не умеют устанавливать отношения с денежной энергией, тратят деньги, как только они у них появляются, скупая даже то, что им вообще не нужно в жизни, только потому, что им нужно что-то в данный момент купить. Они любят задавать какие-то провокационные вопросы, такие как: какую зарплату ты получаешь, какой у тебя семейный доход, какой заработок у твоего мужа, какая пенсия у тебя. И такими вопросами данный человек ставит вас в неловкое положение. Вы теряетесь, начинаете отвечать, а он в этот момент ставит мысленно преграду для поступления денег в вашу жизнь, из-за чего у вас могут начаться денежные проблемы, о которых вы ранее, возможно, даже и не подозревали. Бывает и такое, что это делается для того, чтобы вызвать раздражение, а в такой момент данный человек, который будет раздражаться, нарушит свое энергетическое поле. Оно станет слабым, и у него не будет сил справляться с неприятными ситуациями, которые периодически встречаются в жизни каждого человека. Из-за такого воздействия может сорваться выгодный контракт, прогореть прибыльная сделка, не продастся товар, могут ограбить или произойдет еще что-то. Если же у человека, который задает такой вопрос, более сильное биополе, чем у вас, вы можете даже заболеть или же совершить ошибку, из-за которой между вами и денежной энергией просто-навсего разорвется связь, перекроется сильный энергетический канал, и ваша жизнь изменится в худшем направлении. Поэтому вам нужно не реагировать на такой вопрос, контролировать все свои эмоции, чтобы сохранить
сохранить энергетический баланс и не лишиться не только денежной энергии, но и других нужных вам для прекрасной и полной изобилия жизни. Не стоит отвечать и грубо, так как во время грубости человек что делает? Он притягивает грубость, из-за чего может возникнуть никому не нужный скандал, который притянет к вам потоки негатива, способного оказать нежелательное влияние. Поэтому не нервничайте в такой момент, иначе вы в такой момент отдадите данному человеку то, что он желает у вас узнать. Поставьте его в неловкое положение. Это можно делать так с помощью таких вопросов. Например, «А что? Ты хотела мне помочь?» или «Ты хотела мне предложить дополнительный заработок, как прекрасно». Так вы измените план данного человека, и он не будет к этому готов, поэтому не сможет быстро сориентироваться и навредить вам. Можно ответить и шуткой, например, «Слава Богу, на еду хватает» или «Любимый хлеб купить могу себе». Все, что имею, все мое. Таким действием вы притянете в помощь еще и сильные энергии, которые помогут вам удержать то, что ваше, и не позволят никому это у вас отобрать. Если ваш собеседник не будет униматься, вам нужно ему трижды улыбнуться, и при этом скажите про себя такие 3 раза слова. «Мои финансы, те, что отобрать желаешь, от меня не уйдут. Как твои карманы были пусты, такими и останутся». Когда проговорите эти слова, разворачивайтесь, прекращайте разговор и уходите по своим делам. Так вы не позволите данному человеку влиять на вас. Вернувшись домой, возьмите веточку розмарина, сделайте отвар, оботрите вот этим отваром все свое тело, волосы, и при этом проговаривайте в этот момент такие слова: «Моя жизнь с денежной энергией тесно переплетается, а не из нее никогда никуда не девается. Я ее присутствие очень ценю и своими действиями это докажу». На следующий день после проделанного помогите нуждающемуся человеку, подумав про себя о том, что вы показываете денежной энергии то, что готовы и далее жить по ее законам. Главное, никогда не нервничайте. Если такое будет повторяться, попробуйте проигнорировать задаваемый вам вопрос. Можете даже в спокойной мере сказать, что вас не интересует, какой доход у данного человека, и его не должна интересовать ваша жизнь, что каждый имеет столько, сколько может заработать, или даже то, что интересоваться чужими доходами просто некультурно. Главное при этом скрестить пальцы на левой руке и сказать это все с улыбкой, показывая, что эти вопросы вас не тревожат, не беспокоят, что вы готовы разговаривать на данную тему столько, сколько потребуется, но узнать то, что интересует, у него не получится. Тема вашей зарплаты, дохода, финансовых возможностей должна касаться только круга вашей семьи. Остальным эту информацию знать совсем не нужно. Если люди будут знать, какой доход у вас на самом деле, это будет некоторых людей злить, некоторым мешать спокойно жить. Некоторые будут постоянно приходить к вам одалживать деньги, и в один такой момент вместе с деньгами, когда вы не будете ожидать и ваше энергетическое поле ослабнет, притянут к вам денежные проблемы. Если будете наоборот говорить, что у вас мало денег, что зарплата маленькая, Вселенная услышит вас и даст вам то, что вы просите. Ведь не стоит забывать, что наши мысли материальны и имеют очень большое значение и влияние на жизнь человека в общем. Также в такой момент денежная энергия посчитает, что вы в ней не нуждаетесь, и уйдет от вас, из-за чего деньги будут постепенно и постепенно пропадать, пока не исчезнут из вашей жизни и вовсе. Не стоит привлекать то, чего не хотелось бы получить в свою жизнь. Будьте осторожны со словами и не забывайте, что каждое сказанное слово несет свою энергетику, создает вибрацию и в этот момент притягивает к тому, кто его произносит, хорошие или не очень события, положительные или же отрицательные энергии. Поэтому, наоборот, если желаете приумножить то, что имеете, проговаривайте правильные слова установки, что вы богаты, что вы живете в изобилии, что изобилие вокруг вас, что счастье, удача, любовь ходят следом, и вы знаете, так обязательно и будет. Живите по простому правилу, которое оградит вас от ненужных жизненных моментов и проблем, что чем меньше окружающие люди знают о вашей жизни, тем счастливее и удачнее она складывается. И это проверено годами. Никогда ничем не хвастайтесь, даже если вам очень сильно
хочется, так как люди этого не оценят. Если есть человеческий фактор, и списывать его со счетов нельзя. Ваша жизнь на то и ваша, что знать о ней и о том, что в ней происходит, и о том, что ее наполняет, должны только вы. Людям сложно угодить, и на каком-то этапе то одним будет что-то неугодно, то другим, поэтому живите так, как вам нравится. Совершайте свои действия, ни под кого не подстраивайтесь, не лгите, не совершайте зла и будьте благодарны за все то, что вы имеете. Только тогда ваша будет жизнь беспроблемной, счастливой, полной изобилия и денег. Периодически не забывайте заниматься благотворительностью, тратить деньги так, чтобы они доставляли вам счастье, и не только вам, но и тем, кого вы любите, и вы увидите, что у вас в них никогда не будет нужды. Девочки и мальчики, как всегда, с вами был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите: я привлекаю деньги в свою жизнь, и напишите сумму, которую вы хотите иметь в самое ближайшее время. Не стесняйтесь, только, пожалуйста, не какие-то баснословные космические суммы, а начните с самых каких-то простых сумм, потому что вы помните, Вселенная, она воспринимает достаточно интересно наши желания и мечты. Друзья, кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, благодарность, друзья, можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.